В самых удаленных уголках Земли археологи находят древние человеческие останки, поражающие размерами. Некоторые из них ростом под 8 футов, будто люди из другой эпохи, не вписывающиеся в рамки обычной эволюции. Недавние анализы ДНК, проведенные на костях и зубах, найденных в пещерах Патагонии и Огненной Земли, потрясли ученых. Результаты оказались настолько необычными, что поставили под сомнение привычные представления о происхождении человека. Легенды, передававшиеся столетиями, вдруг начали звучать иначе. Мореплаватели и путешественники рассказывали, что видели на юге континента существ вдвое выше обычных людей. Среди артефактов, найденных в тех местах, встречались гигантские предметы, например, кожаные сандалии длиной почти 40 сантиметров. Ученые считали это мифом. Но теперь, когда генетический материал удалось извлечь, стало ясно, под этими легендами может скрываться правда. В научном сообществе шок, а сторонники альтернативной истории ликуют. Возможно, человечество впервые стоит на пороге разгадки тайны великанов, некогда населявших край света. Шепоты о великанах Патагонии впервые появились в эпоху великих географических открытий. Когда первые европейские корабли подошли к южным берегам Америки, моряки рассказывали, что видели существ огромного роста, чьи головы поднимались над человеческими плечами, а шаги оставляли глубокие следы в песке. Хронист Антонио Пигафетто, сопровождавший экспедицию Магеллана, описывал встречи с людьми, которые возвышались над моряками так, что тем едва удавалось достать им до пояса. Эти рассказы разлетелись по Европе, словно пожар, подпитывая воображение и страх перед неведомым. На старинных картах Патагония обозначалась как земля великанов. Для мореплавателей, привыкших к спокойным берегам, южные ветра, ледяные равнины и странные силуэты у горизонта оказались вратами в иной мир. Со временем миф стал неотъемлемой частью морской культуры. Каждый новый экипаж, возвращаясь из плавания, приносил все более невероятные истории. О людях с грудью, как у медведей, и голосом, перекрывающим рев ветра. Но с годами эти рассказы начали блекнуть, когда последующие экспедиции находили лишь высоких, но вполне обычных жителей юга. И все же в каждом рассказе, в каждой карте, в каждом отпечатке на песке жила тень сомнения. А вдруг великаны действительно существовали? Патагония – один из самых отдаленных и загадочных регионов Земли. Место, где горы поднимаются к небу, словно каменные стражи. А бескрайние равнины, обдуваемые холодными ветрами, уходят за горизонт, в никуда. Здесь ледники спускаются к бирюзовым озерам, а вулканы, потухшие тысячи лет назад, все еще напоминают о своем гневе. Эта земля будто создана не для людей, а для легенд. Для коренных народов в Патагонии жизнь здесь была постоянной борьбой. Они охотились на гигантских ленивцев и саблезубых кошек, используя простейшие орудия, но с поразительной изобретательностью. Их жилища стояли на ветреных плато, где каждый рассвет был испытанием, а каждый закат – наградой за выживание. Среди них передавались истории о предках, которые были выше, сильнее и выносливее всех, кто пришел после. Эти рассказы стали первыми кирпичами в основании мифа о народе, способном выстоять там, где человек не должен был выжить. Глубоко в сердце Патагонии, среди ветров и ледников, скрываются древние пещеры. Тысячи лет они хранили тайны исчезнувших племен, будто природные саркофаги времени. Именно здесь, в этих каменных убежищах, археологи нашли кости и зубы, которые стали ключом к одной из самых спорных загадок в истории человечества. В некоторых пещерах сохранились наскальные рисунки, сцены охоты, отпечатки ладоней, оставленные людьми 9000 лет назад. Но среди обычных находок были и останки, размеры которых не вписывались в привычные рамки. Толстые бедренные кости, массивные челюсти и зубы, чрезвычайно крупные даже по меркам древних людей, намекали на существование тех, кого европейцы когда-то называли великанами. Эти пещеры стали чем-то значимым, чем просто археологическим памятником. Они превратились в капсулы времени, хранилища памяти, где легенды, мифы и наука наконец соприкоснулись. Наука наконец вступила туда, где раньше царили только догадки и мифы. То, что веками казалось сказкой о великанах, получило шанс быть доказанным в лаборатории. Из найденных в пещерах костей и зубов ученые извлекли микроскопические фрагменты ДНК. Эти образцы, сохранившиеся благодаря холодному климату и сухим ветрам Патагонии, стали настоящим окном в прошлое. Из одного единственного зуба, измельченного до порошка, исследователи получили тысячи генетических последовательностей, способных рассказать, кем были эти люди, что ели, где жили и даже, какими были их тела. Результаты ошеломили всех. Оказалось, что древние обитатели Юга действительно отличались от других народов. Их ДНК содержала редкие маркеры, связанные с высоким ростом, плотной костной структурой и адаптацией к холоду. Это были не просто случайные высокие люди, а целая популяция, сформировавшаяся в изоляции.
где каждая зима превращала выживание в испытание силы. Граница между мифом и наукой начала стираться. То, что считалось легендой, теперь имело молекулярное подтверждение. Когда ученые получили финальные результаты, стало ясно, перед ними не просто древние охотники. Это был уникальный народ, сформированный суровой природой и изоляцией на краю света. Генетический код показал, эти люди обладали мощными телами, плотными костями и высоким ростом, значительно превосходящим средние показатели других популяций. Их организм был приспособлен к холоду, белковой пище и постоянной борьбе за выживание. Для европейцев 15 века, чьи мужчины редко превышали 1,5 метра, встреча с патагонцами, возвышающимися над ними на голову, казалась встречей с существами из легенд. Пигафетта, описавший их в хрониках Магеллана, возможно, преувеличил. Но теперь мы знаем, его рассказы имели под собой реальную основу. Эти люди не были мифическими чудовищами. Они были потомками древней линии, отделившейся от остальных. Возможно, еще во времена ледникового периода. Ученые обнаружили в их ДНК следы древних ветвей, которые не встречались больше нигде в Южной Америке. Это словно эхо утерянной человеческой истории, дошедшей до нас через тысячи лет. Так легенда о великанах Патагонии перестала быть сказкой и стала частью реальной, документированной эволюции человечества. Когда результаты анализа ДНК стали достоянием общественности, мир взорвался от обсуждений. История, веками считавшаяся морской байкой, вдруг обрела подтверждение, пусть и частичное, но реальное. Новостные каналы, научные журналы и социальные сети заполнились заголовками. Гиганты Патагонии существовали. Наука подтверждает древние легенды. Видеоролики с реконструкциями древних патагонцев собирали миллионы просмотров. Кто-то видел в этом сенсацию, кто-то – начало пересмотра истории человечества. Ученые призывали к осторожности. Великанами этих людей можно назвать лишь в сравнении с ростом их современников. Но даже они признавали, найденные останки принадлежат популяции, которая действительно отличалась и физически, и генетически. Для народов Аргентины и Чили это открытие стало не просто научным фактом, а актом признания, доказательством, что их предки действительно существовали и были куда более уникальны, чем считалось прежде. Так легенда о великанах перестала быть сказкой. Она вернулась к людям, обретя новый голос, голос науки, соединяющий древние предания и достижения современной генетики.